Доброго времени суток, дорогие мои подписчики. Вот сюрприз, который вас ожидал. Мой гусь, который приехал с Ахтубе. Моя сватья привезла мне гуся на Новый год. Вот. 2 дня не знала, что с ним делать, теперь придумала. Я его запеку в рукаве, замариную, хорошо запеку в рукаве, напичкаю туда яблок, гречки, ну и может еще что-нибудь придумаю. Сегодня я его за сутки до того, как буду запекать, я его замариную. Вот сегодня я вам буду показывать, как я его буду мариновать. Для этого я взяла 50 мл масла растительного, 3 столовых ложки соевого соуса. Ой, как красиво. Вам видно? Вот. Добавила соли 2 чайных ложечки, потому что гусь, когда он солоноватый, он вкуснее. Вот паприку взяла хлопьями сладкую, 2 столовых ложки, полный сбор. Шашлычную приправу взяла. Копченые паприки, вот чайную ложечку взяла. И пол чайной ложечки черного перца. Все это размешаю и буду гладить своего гуся. Вот. Вот такая у меня приправка получилась. Начну мазать снутри, чтобы он внутри тоже хорошо промариновался. Так, сейчас я начну его гладить. Вот он у меня лежит, смотрите, какой красавчик. 3 часа летел с Ахтубе. Это моя сватья балует нас. Вот, сейчас я чуть-чуть приправки закину внутрь. И потом руку засуну и буду мазать его внутрь. Вот. Вот. Сейчас я его вынесу на холод. Слава богу, что снег пошел, похолодало, чтобы он у нас на холоде полежал вот так и впитал весь маринад. Вот. Вот наш гусак, бывший гусак, замариновался. И какого он цвета стал красивого. Теперь мы вначале зашьем ему вот здесь. Я эту дырочку заделаю, чтобы у нас ничего отсюда не вываливалось. Зашить гуся не хитрое дело. Ты как в этот момент чувствуешь себя хирургом. А потом мы уже будем в него тыкать все, что хотим. Нужно любую крупу. Просто когда вы рис, если гречку можно отмочить, положить, то рис надо будет отваривать до полуготовности, потому что он дольше варится. Вот. А гречку я замочила. Она постояла замоченная. И когда я буду зашивать ее, я чуть-чуть спрысну туда водички.
Вот. Здесь я зашила аккуратненько. И теперь буду начинять его. Вот. Это нам нужно будет дальше зашивать. Так. Вот. Я беру яблоки. Я взяла сорт розмарин, потому что они к зиме менее мягкие, сочные, кисло-сладкого вкуса. Вот я их сейчас закину. Нужно побольше закидывать, нужно поменьше, кому как нравится. Вот. Можно брать золотое превосходное, но такие, чтобы они были крепкие яблочки. Вот я засунула их. И теперь я ложечкой закину гречку. Гречку я, наверное, предварительно посолю чуть-чуть, чтобы ее вкус был не пресный совсем. Вот. Одну чайную ложечку вспрысну и перемешаю. Вот. У нас будет глаза, я перейду. У нас говорит, вот сейчас он аккуратно берет. Пришло время сна моей внучки. Она себя укачивает. Вот. Теперь я снаружи все это буду Вот я водички приготовила. Чуть-чуть спрысну туда водички. Ну, чтобы создавался эффект пара внутри. И теперь я буду зашивать. Вот. Вот таким образом мы будем зашивать ее, гуся. Я сейчас засуну, я взяла рукав для выпечки, вот, туда засуну, вот, все, я его зашила. Теперь я буду пытаться его засунуть, вот то, что у нас вчера, то, что у нас остался маринад, я его сверху вот так намажу, хорошо. Все. Так, теперь я его буду пытаться засунуть в пакет. Не знаю, как у меня это получится, но буду пытаться. Так, наверное, все-таки у меня не получится. Придется позвать невестку. Будем вместе засовывать. И вот так. Мы его сейчас положим. Все. Спасибо. Можете быть свободны. Вот. Мы его положили красиво в пакетик. Вот он у нас лежит. И теперь вот здесь свободные места по бокам. И я сюда засуну картошечку. Сейчас я ее присолю чуть-чуть. И засуну вот в эти свободные места наши. Когда гусь начнет запекаться, он, естественно, уменьшится в размерах и будет все красиво. Красиво, а самое главное, будет очень вкусно. И засуну его в духовочку.
свои и буду готовить. Буду проверять. Я не могу сказать, сколько часов он будет печься, но я думаю, что результат будет стоить этого 3 часа, 4 часа. Это уже какой гусь. Если старый гусь, он будет дольше. Если молодой гусак, то побыстрее приготовится. Вот. И все. И можно ставить в духовку. Я духовку заранее не разогревала. Просто это для того, чтобы накопительный эффект пара был в пакете. Поэтому я его заранее не включала в духовку. Ставлю в духовку. Поставлю на 180 градусов. Когда оно начинает шкварчать, я поставлю на 140, на 150 градусов, чтобы на медленном таком жару оно томилось. Именно томилось. Потому что гуся невозможно на быстром огне сварить. Он будет очень твердый. А если он будет томиться 2-3 часа, то он будет мягкий. Вот, дорогие друзья, что у нас получилось к праздничному столу. Вот такой гусь красавец. Спекся он очень хорошо. Сейчас я вам покажу. Вот, мяско прямо. Вот, смотрите, мяско. Мяско прямо вот. Просто гусь. Даже слов нет. И вот такая картошечка, смотрите. Вот. Она тоже пропеклась. Покрылась корочкой вкусной. Вот. Приятного всем аппетита. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я вам буду очень благодарна.